О, это меня волновало больше всего. Но они, блин, тяжелые. Сегодня я буду готовить рыбу. Одним и тем же способом, но с принципиальным отличием. А каким, сейчас расскажу. Нам понадобится две рыбы, первую из которых я уже почти добыл. В том-то и дело, что почти. Рыба уходит рыба. Рыба ушла. После нескольких метких и не очень попыток, мне все-таки удалось ее достать. Полагаю, сейчас самый удачный момент, чтобы вкратце объяснить, что же мы будем делать. Я возьму две рыбы, обе помещу в глину. Первую очищу, замариную, вторую не очищая засыплю солью, и в конце мы сравним, что же получилось вкуснее и получилось ли вообще. Мы ее попробуем выкопать из этого ручья. Она тут, конечно, очень липкая. Поэтому без второй руки не обойтись. Водичка-то теплая. Я бы туда даже занырнул. О, что-то это не очень на глину похоже. Глина есть. Осталось выловить главный ингредиент, но этим я займусь завтра утром, поскольку уже вечер. На утро отправился на пруд. Тут уже воспользовался современным методом добычи. Вообще я первый раз вот на такой платной рыбалке, и это дает совсем другие эмоции. Лично мне сильно понравилось. Немного повозившись и выловив еще несколько штук, можно сказать, что рыба добыта. Сматываю удочки, и вот теперь уже точно займемся непосредственно готовкой. С этими ребятами так или иначе закончил. С экземпляром, который собираюсь готовить по рецепту 10 тысяч лет давности, особо не церемонился. Эта рыбка очищалась тщательнее. С нее и начнем. Мысль у меня такая, что я сейчас надрежу, отделив кусок филе, но не до конца, и сюда положу фрукты, ну и специи. Есть еще предположение, что будет удобнее есть. Не знаю, я вообще рыбу редко готовлю. Наверное, никогда. Да, я понимаю, что для чистоты эксперимента следовало бы использовать как минимум золу. Первый экземпляр у нас замаринован. Осталось его отправить в глину, но этим мы займемся параллельно со второй рыбой, поэтому пока она где-нибудь полежит, а лучше повисит.
периодически мне кто-то или что-то мешало, и вот это первый мешающий объект, который попался в кадр. Здесь у меня орегано и мускатный орех в небольшом совершенно количестве. Про мускатный орех я имею в виду. Не особенно боюсь, что это все вывалится, поскольку сейчас заверну бумагой и потом еще в фольгу, ну а потом уже и в глину. Ну, масло это для того, чтобы ничего там к фольге не прилипло. Чтобы все пошло по плану, я взял такие подрешетки, на них еще решил положить бумагу. Это для того, чтобы выложить глину слоем и после уже рыбу. Ну и, в общем, на этой основе делать уже кокон. Процесс проходил вообще непросто. Думал, что это будет гораздо легче. Но они, блин, тяжелые. Вообще снизу надо делать обязательно лучше всего доску или фанеру, потому что то, что сделал я, тоже не особо удобно, но у меня импровизировано получилось. Впрочем, как обычно. Пытаюсь равномерно распределить углы. Ага, горячо. Углы. Теперь погружаю 10 тысяч лет давности рецепт. Вот сюда ему и дорога. На самом деле, на второй я возлагаю какие-то надежды, вот на это. Я его даже рассчитываю поесть полноценно. Я почти уверен, что она пропеклась, хотя слой глины делал довольно толстым. Жар очень сильный. Надо было это делать в перчатках, что-то я не подумал. И то, что глина разваливается, это даже прекрасно. Я думал, ее придется разбивать. Так, здесь должна чешуя отпасть. О, тут что-то уже, тут все отпадает. Ладно, я понял. Отлично. Я прям чувствую запах чего-то вкусного и приготовленного. Это меня волновало больше всего. О. Ну, в целом, от головы мало что осталось. Для 10 тысяч лет она выглядит вполне неплохо. Пробовать ее я буду, но мне не хочется. А она вкусная. В общем, рыба, которая амур, на которую я делал ставки, она оказалась вкусной.
плотной, и в итоге я понял, что не знаю, как описать ее вкус, но мне очень нравятся помидорки, которые в ней находятся. А вот этот уродец старый, ну, с позволения, он оказался вкуснее. На мой субъективный, естественно. В общем, в целом, я рыбу есть не планирую, так как здесь мелкие кости, и я постоянно ими давлюсь. Мандарины, это да. Точнее, это апельсины же были. Ну, апельсин. Идем, я тебе отдам рыбу. Вот это я даже сам поем, несмотря на непрезентабельность. Я думаю, если бы я использовал золу, она была бы еще вкуснее.